Еще давно, когда в сети только появились первые рендеры игрушки Киберпанк 2077 и вот этой вот самой куртки, мы думали о том, что, ну, мы, наверное, не будем браться за этот проект, потому что его будут делать все косплееры будут заниматься этой курткой и этой игрушкой, потому что, ну, CD Projekt Red, Киберпанк 2077, игра, которую ждали очень долго. И мы решили, что, ну, этот проект пусть останется в проектах. Но этот проект все-таки нас настиг в виде заказчика. И мы не смогли отказаться. Все-таки действительно это интересная вещь, это интересная задумка. И интересно было с этой вещью работать. Я сняла пару тиктоков, я сняла какие-то сторис в Инстаграме. Теперь пришло время рассказать взрослой аудитории, взрослой аудитории о том, что же мы здесь делали. Свет уж какой есть, что увидите, то увидите. Молодцы. За техническую часть, поскольку у нас отвечает наш чудесный Джексон. Джексон сейчас мечется в поисках пауэрбанка, а пока он мечется в поисках пауэрбанка, я расскажу вам о том, что же из себя представляет эта легендарная чудесная куртка. Вот эта вот куртка. Основной, так сказать, косплей к игре от CD Projekt Red Киберпанк 2077. Игра, которую все долго-долго-долго ждали. Наконец-то вроде как дождались, третий раз ждем, но не важно. Смотрите. В чем прикол этой куртки? Офигенная куртка. Первый раз, когда ее видишь, у тебя взрывается голова, и ты такой, что это? На самом деле все очень просто. Смотрите. Фокус-фокус. За основу этой легендарной куртки, которая стала легендарной еще до выхода игрушки, взят обыкновенный бомбер. То есть в заблуждение всех вводит, конечно же, вот этот вот гигантский чудесный воротник, который как бы символизирует весь киберпанк. Вот он, прекрасненький наш. Но за основу этой куртки взят обыкновенный бомбер, классический бомбер, допустим, фирмы Buzz Rixon. Мы все прекрасно знаем, что, куртки Buzz Rixon, это своего рода культовая вещь в киберпанк-сообществе. Если хотите, я расскажу вам как-нибудь подробнее о Уильяме Гибсоне, о его романе «Распознавание образов» и о куртке фирмы Buzz Rixon. Но здесь у нас, собственно, куртка-бомбер. Меня просили рассказать нюансы шитой части. Нюансы шитой части, вы знаете, на самом деле, по идее, все просто. Бомбер, он и есть бомбер, да? Но начнем с того, что этот бомбер кожаный, то есть это натуральная кожа. I'm sorry. Мы можем сделать это из кожзама, например. Но тут вопрос заказчика был именно сделать это из натуральной кожи. И мы ее сделали из натуральной кожи. Вопрос здесь основной – это порядок сборки. Порядок сборки – это по одной простой причине. Нельзя ее собрать из-за вот этих вот всех мелких нюансов, вот этих вот всех технических нюансов. Нельзя эту куртку собрать так же, как собирают обычный бомбер. Это просто физически не получится, потому что прежде чем пришить воротник, тебе нужно вставить рукава и сделать колобушки. Вот эти вот. Я не знаю, как они называются правильно. Банки, колобушки, шевелюшки, шарабушки. Потому что и делать их нужно в предпоследнюю очередь. Потому что если их делать в последнюю очередь, после того, как, допустим, у нас пришит уже воротник, колобушки эти присверлить, будет очень сложно. Поэтому их делается в предпоследнюю очередь. То есть, если по нюансам брать сборки, то вот эта деталь пришивается последней, это предпоследней, потом идут, это я в порядке убывания, потом идут колобушки, а потом собирается вся текстильная часть.
Закрывается куртка через низ, собственно. Ну, вариантов тут больше никаких нет. Можно попытаться через спинку или через боковой шов, но это будет не очень. Что еще у нас здесь по нюансам интересного? Ну, нюансы классического бомбера — это что? Это квадратный силуэт практически, это рукава либо реглан, либо сорочечный крой, то есть они достаточно широкие вот в этом вот месте. Здесь достаточно широкий сделать не получится. У этой куртки какая фишка? У нее в оригинале, то есть в самой игре и в референсах, которые есть на данный момент, у этой куртки подняты рукава, они практически все время задраны, то есть они все время идут в сборку. И, например, разглядеть, что там хотел сказать автор, это было достаточно сложно. И вот этот вот момент, вот эта сборка, вот эта жмыханка вот здесь вот на рукаве, это нужно учитывать при крое. Еще вот эти вот моменты, вот эти лопухи, кармашки для проездных, как я. Это удобно, кстати, между прочим, если сюда проездной запихивать, такой заходишь в метро, такой, ха! И вот он, киберпанк, действует. То есть сюда проездной, а сюда банковскую карту. И все, и, в общем, ты победитель по жизни. Главное, не уронить сейчас. Вот эти нюансы. Их можно чисто в теории выкроить вместе с основным рукавом. Но мы внимательно посмотрели, и оказалось, что там есть то ли складка, то ли строчка. Но понятное дело, что с появлением геймплея мы уже посмотрим подробнее, что там, есть ли там строчка и нужно ли это подкрасить. Но чисто в теории это можно сделать одним куском. Вот весь вот этот вот момент. Что еще по нюансам? Вышивка. В оригинале, да, вот вы видите здесь, что здесь это вышивка. В оригинале на куртке печать. Но у меня есть подозрение, что на самом деле в игре будут опции. То есть вышитую часть, эту печатную часть, ну, в зависимости от цены куртки, сколько газелен долларов будет стоить или еще что-то. Вот. То есть вышивку эту мы заказывали отдельно. Вот эту нашивку мы тоже заказывали отдельно. Значок мы заказывали тоже отдельно. Надпись вот эта вот чудесная, она сделана с помощью... А что это было? Фольгированный флекс. Вот надпись вот эта вот. Это фольгированный флекс. То есть, почему фольгированный флекс? Ну, потому что... нарисовать краской, нет такой краски, к сожалению, еще не изобрели. Нет, можно лаком для ногтей. Но зачем? Когда можно фольгированный флекс. Будет очень красиво. Вот, переливается, собственно, так же, как в этом самом, в игре. Вставки вот этих вот проводов, ну, это отдельная песня. Провода все склеивались вместе. Им придавалась форма, они помещались на подложку, соответственно, тоже там приклеивались, пришивались, все это фиксировалось, все это сохло, и только потом вот сюда вот это вставлялось. Разумеется, перед тем, как резать натуральную кожу, да, нужно сделать макет. Прежде чем сделать макет, нужно сделать конструкцию. Прежде чем сделать конструкцию, тебе нужно это все нарисовать. Ты должен хорошо понимать, что и куда у тебя приходит. Несколько раз у нас что-то переделалось в пылу сражений, несколько раз возникали какие-то нюансы, ну, как бы, но тем не менее, вот куртка, собственно, готова. Воротник. Конечно же, воротник. Воротник — это отдельный геморрой. Я думаю, что не только для всех косплееров, но и вообще для всех, потому что ну, невозможно практически этот воротник вставить в крой. Нет, можно попробовать, но для этого нужно достаточно долгое количество времени, а когда у тебя дедлайн, сжатые сроки, то соображать нужно быстро и желательно так это, жух, и все сделали. Поэтому воротник мы сделали отдельно, и это нам, ну, в какой-то степени сэкономило время, потому что пока мы занимались курткой, Джексон занимался воротником, а не так, что там вот мы ждем кого-то туда-сюда, то есть работа шла в параллели. А потом мы, собственно, воротник внедрили в общий костюм, что называется. Вот. Так что еще сказать про шитую часть?
Воротник геморрой. Геморрой. Даже вот эти вот шалобушки, это не такой геморрой на самом деле, как вставить воротник в этот самый чехол. Очень большая работа проделана, скажу я вам. Возьмемся ли мы еще раз за этот заказ? Не в ближайшее время. Я подумаю, смотря сколько предложат. Но как-то так. Но получилась красота. Просто шикарно. Расставаться неохота. Жалко. Куртка. Киберпанк 2077. И у него выключилась моргачка, кажется. Да, выключилась. Да, выключилась. Но это не суть важно. И пауэрбанк что там. И пауэрбанк, да. Вот. В куртке у нас вот это прекрасно. Это просто прекрасно. В куртке у нас 4 кармана. Раз, два, три, четыре. 2 сверху, 2 снизу. Маленькие, собственно, под плеер, под паспорт и под носибельные вещи, для того, чтобы не портить внешний вид самой куртки прорезными карманами. Вообще это не канон. А в этом карманчике очень круто прячется пауэрбанк. Вот он очень хорошо спрятался, поэтому его не видно. Вот. Опять же, не нужно говорить о ситуации в мире и ситуации с материалами, ситуации с фестивалями, ситуации вообще со всем, что происходит. Но я хочу похвалить нас. Мы молодцы. Я, Джексон, Ирина Викторовна, естественно, которая в данный момент дома находится, отсыпается. И в отличие от CD Projekt Red, который уже который раз переносит эту игру, мы уложились в сроки, несмотря на жесткие дедлайны. Мы сделали эту куртку вовремя. А вот CD Projekt Red все переносят.